Это уже обобщенные данные, так, чтобы пазлы у вас сложились в голове в полную картинку. Мы видим, что в течение одного месяца в целом по провинции Лимассол, что произошло, друзья? Рост незначительный абсолютно, на 0,05%. Это, ну, в районе статистической ошибки. 3788 евро стоимость квадратного метра. Индекс положительный единичка, запятая 0,01. Дальше, друзья, старое жилье подорожало за один месяц, сравнивая ноябрь с декабрем, естественно, 2025 года, на 0,13%. Ну, в общем-то, наверное, все. Давайте перейдем к последнему слайду. Здесь мы уже с вами обсудим в целом по провинции, что же произошло в течение одного года по всем городам, муниципалитетам, их 6, которые входят в данные, так сказать, провинцию. Да, кстати, вот видите, вот эти города, о которых мы говорим сейчас, муниципалитеты, они, в общем-то, расположены, это у нас вверху север, южно-восточная часть, да, но на самом деле вот это все относится, ну вот это все провинция, видите, Лимассол, вот эти все населенные пункты по-разному, но это я информацию брал с сайта службы статистики, каждому вот этому городу, муниципалитету в подчинение еще агломерации маленьких населенных пунктов, которые, в общем-то, расположены по всей, вот так, видите, по всей провинции Лимассол. Хотя это, ну, по примеру, у нас областные центры в Украине, допустим, город Киев, и к нему как оно называется, подчиняется Киевская область. Это огромная территория, да? Так и вот по такому принципу на Кипре каждому городу, муниципалитету есть подчинение агломерации населенных пунктов, которые разбросаны по всей провинции. Видите, какая большая провинция, и как вот здесь только они очень близко друг к другу находятся, вот эти города, о которых мы с вами сейчас говорим. Итак, подводя итоги, что же произошло за год, мы видим, что в целом по провинции Лимассол рост где-то 0,50%, полпроцента, это в принципе как бы немного. При этом Ипсанас и Катаполимидия показали динамику снижения по 1%, там где-то чуть больше. Да, еще Месогетония показала нам снижение, а лидером по росту стоимости это сам город, муниципалитет Лимассол. Мы сейчас говорим о новом жилье, видим на 2%. А вот теперь давайте я вам расскажу, что такое адекватный рынок или неадекватный. Но это моя интерпретация. Понятно, что могу ошибаться, но если что, поправите, напишите, может, у кого-то другие соображения. Итак, давайте начнем с того, что есть закон стоимости. Закон стоимости гласит о том, что любая экономика может, в общем-то, работать сбалансированно, когда выпущенные фиатные деньги или же денежные агрегаты, там есть М1, М0, М2 и так далее, соответствуют выпущенным товарам и услугам. Вот когда это все соответствует, то, значит, экономика работает сбалансированно. Как только денег становится в обращении больше, за эти обесцененные деньги, сейчас мы говорим о евро, конечно, можно все меньше и меньше купить товаров и услуг, а недвижимость является таким же товаром, друзья. То есть снижается, так сказать, ну, мы говорим о том, что больше денег, меньше товаров и услуг купить. То есть, по идее, обесцениваются деньги и дорожает товар. То есть недвижимость поэтому должна дорожать. Включаются инфляционные процессы. И вот давайте вот вам показываю. Ну, это прошедший 2025 год, мы о нем говорим. Рост ВВП небольшой, 3,7%. Инфляция 2004 специально для примера дал, и 2005. Вот это включается инфляционные процессы. Я вам объяснил, что такое инфляционные процессы. Когда за обесцененные деньги все меньше и меньше можно купить товаров и услуг, то есть дорожает товары и услуги. По факту, вот в феврале месяце наступившем, я думаю, что Евростат даст нам измененные уже данные, что инфляция будет, я думаю, что или на уровне, так сказать, 2024 года, или же может вообще 3% быть.
То есть мы понимаем, что если на 3% обесценены в том числе фиатные деньги, то недвижимость вырасти должна как минимум на эти 3%. Что и, собственно говоря, произошло в данном случае на 2% в самом городе Лимассоле. И это как бы адекватное поведение рынка, потому что ну, принято говорить, что рынок недвижимости – это тихая заводь, где можно сохранить и приумножить свои, так сказать, деньги. Ну, приумножить – это инвестиция, а сохранить, когда вы просто покупаете для того, чтобы деньги не обесценивались. Но ряд других городов, которые Катаполи, Мидия, Ипсанас и место Гетония, они показали отрицательную динамику снижения. То есть вот здесь что-то не так, да, пошло. То есть и так обесцениваются деньги. И вместе с ними, с этими деньгами почему-то обесценивается недвижимость. Это ненормально. Поэтому, друзья, это на предмет того, что как, в общем-то, ну это мы сейчас говорим о стоимости квадратного метра, а на самом деле, если говорить о инвестициях, о доходе, ну, о пассивном доходе будем говорить, потому что основное люди интересует жилье, так не будем говорить о коммерческой недвижимости, это уже в других видео я буду записывать. Также старое жилье в муниципалитете Лимассол, именно в городе муниципалитете Лимассол выросло тоже, видим, на 2%. Ну что, друзья, вам сказать. Вот на такой позитивной ноте, так сказать, хочу закончить повествование о том, что произошло с недвижимостью на протяжении, друзья, подумайте только, целого года. При этом я дал вам графики, дал вам цифры, рассказал, как пользоваться данными цифрами. Сейчас у нас в работе интерактивная карта по, ну она не сейчас в работе, она, если честно, мы вышли на 90% готовности, но человек, который у меня закрывает директор предприятия, его просто банально забрали эти товарищи ТЦКшники. Он моложе меня, понятно, что я уже не призывного возраста. Поймали, просто забрали на войну. Поэтому этот проект остановился. Помните? Ну, вы не помните, наверное, был такой у нас президент Янукович, который говорил: остановитесь. Вот и так у нас с этой интерактивной картой все остановилось. Но это такое дело. Это я вот так размышляю о наболевшем. Друзья, пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит с рынком недвижимости острова, вам что надо сделать? Правильно, подписаться на мой канал. Можете лайки, дизлайки ставить видео. Также, кстати, пишите, что бы вас интересовало. Но исключительно, еще раз говорю, потому что мне многие там, ну не многие там писали: делайте обзоры, пожалуйста, по жилищным комплексам, но это не мое, я не продажник, это делают люди, которые продают, риэлторы еще называют. Вот им для того, чтобы продать товар, его надо запаковать красиво и показать вам, да, снять видеоролик. Это их епархия, я просто как оно, ну, не хочу, это не интересно мне, ну, это не моя профессия. Поэтому я могу только анализировать, сопоставлять какие-то данные, да, показывать вам, где дороже, где дешевле стоит недвижимость, где выгоднее, невыгоднее сдавать в аренду. То есть в этом направлении пишите. Там ходить по жилищному комплексу и фотографировать квартиры, ну, извините, друзья, это не мое. Итак, друзья, еще раз напоминаю, что вы должны помнить, что я ваш скромный слуга и компания Олимп Консалтинг. Готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости острова Кипр, южная его часть, которая, я уверен, станет для вас компасом или же картой в каменных джунглях рынка недвижимости острова Кипр. Друзья, до встречи в следующих моих видеороликах.